23-я практика. Работаем. Спин, открытая рука. Важно определить точку вбрасывания шарика. Начальная скорость шарика 1301 км в час. Условная единица. Номер 24. Начальная скорость была 1301 км в час. Я удваивал номер 23, это была точная ставка. А в поле я поставил только связку одну, неделимый номер. Это вот как раз 4 номера. Это единственная связка. Все остальные по 3 номера. Шарик остановился в номере 24. У меня сыграл сосед. 5. Еще и здесь 5 фишек. Ну, конечно, это замечательно. Спин, закрытая рука. Важно, точка вбрасывания шарика скрыта. Начальная скорость шарика 1100 км в час. Условная единица. Номер 14. Начальная скорость была 1100 км в час. Я сыграл зону 10. 3 соседа. 10, 3, 6, 1. У меня сыграл сосед 1. 3 фишки. В поле опять поставил связку неделимых 5, 10, 23, 24. Но это очень-очень мало. Ставьте хотя бы 9 номеров. А так, хорошая ставка. Спин, открытая рука. Начальная скорость шарика 901 км в час. Условная единица. Номер 30. Начальная скорость была 901 км в час. Я хотел сыграть Альфа-Лайнс напротив со стороны шестерки, но шарик немножко не дошел. Поэтому вот что очень важно именно все-таки правильно рассчитать ставку. Нужна ли вам ставка на повтор? Была сейчас точная ставка, я удваивал номер 34. А вот если бы вы поставили 3 соседа, 34, 4, 11, она бы у вас ставка это сыграла. Обратите на это внимание. И сейчас я вернусь к ставке. Которая была, и попробую поставленным броском сыграть именно в этот сектор. То есть я сейчас исправлю ту ошибку, которую я допустил. Посмотрим. Спин, закрытая рука. Начальная скорость была 1301 км в час. Смотрим. Итак, номер 25. Начальная скорость, как я и сказал, была 1301 км в час. Я вернулся в зону точной ставки 25-27. Еще было удвоение номера 34, потому что я играл тогда Alpha Lines. Ну, 25 это, в общем-то, близко к 17. Что у нас получилось? Сосед 25 сыграл. Усиление. Сосед 34 сыграл. 2, 4. И в поле я поставил неделимые номера очень-очень близко к номеру
34 и захватил, конечно же, и 25. Обратите на это внимание, это хорошая выплата. Не забудьте дать дилеру чаевые. Месяцев 12, 12 и в Тиере. Умная рулетка говорит 16. Так в чем же совершенстве? Продолжим. Спин, открытая рука. Важно определить точку вбрасывания шарика. Начальная скорость шарика 551 километр в час. Условная единица. Номер 23. Это был короткий спин, потому что скорость 551, это зеленая стрелка, темный шарик, показывает, что это была скорость 551. Что я сделал? Я поставил точную ставку, возвращался к номеру 23, сегодня 23 число, и у меня сыграл номер 23. И здесь есть удвоение. И еще я постраховал тиером. Ну что нужно сказать? Это лучшая ставка, выплата. Посчитайте сами. Спин, закрытая рука. Важно, точка вбрасывания шарика скрыта. Начальная скорость шарика 1301 километр в час. Условная единица. Номер 32. Конечно, сыграть перевертыш при числе 23, конечно, это очень круто, что я и сделал. Я поставил, начальная скорость была 1301 км в час, я поставил 3 соседа, я закрыл 15 номеров, 0, 21, 28, и еще поставил шпиль, ну так, на всякий случай, и поставил неделимые номера в районе шпиля. Все это сыграло, сыграл золотой сосед 0, 3 фишки, шпиль. Здесь 2 номера. Не забудьте дать чаевые дилеру. Спин, открытая рука. У меня сейчас дернулась рука, ну, вы это могли бы не заметить, поэтому я пропущу, потому что я не знаю, как он будет ложиться, но именно в момент броска у меня дернулся. Ну вот он, в принципе, упал номер 4. То есть, если есть возможность, конечно, присматривайтесь, как выход, как рука там дернулась, не дернулась, потому что это влияет на расстояние, куда попадет шарик. А так выпал номер 4. Спин, закрытая рука. Номер 26. Я тут немножко заигрался и не показал, какая была скорость у шарика. Шарик 1301 км в час. Я опять же решил вернуться. Ну, что я сейчас сделал? Я поставил даже не точечную и даже не 3 соседа. Я поставил ставку в пол колеса.
Ну, иногда, если вы чувствуете, что вы не достаете одним номером, допустим, в 3 соседа, сыграйте в полколеса. Это та же самая точечная ставка. Я удваивал номер 0 и края без накладок, без ничего, прямо 19 номеров и получается. Шарик остановился в номере 26. Все сыграло. Сосед 3 сыграл. И в поле также все сыграно. Замечательно. Спин, открытая рука. Номер 25. Опять же, начальная скорость была 1100 км в час. Я поставил уже ставку 3 соседа, и у меня зацепился номер 25. Так что вот видите, иногда это тоже не совсем, скажем так, небезопасно. Игра бы 4 соседа, она бы захватила чуть больше. Но тем не менее, ставка сыграла. 3 фишки. Продолжим. Неделимые номера 2, 21, 25. Скоро покажу новую скорость шарика. Продолжим. Спин, закрытая рука. Важно, точка бросания шарика скрыта. Начальная скорость шарика 1500 км в час. Условная единица. Номер 23. Опять же, начальная скорость была 1500 км в час. Белая стрелка, белый шарик. Я поставил зону 11. 3 соседа, 15 номеров. У меня сыграл сосед 5. 4 фишки. И в поле я повторил 15 номеров одним движением, потому что если вы будете играть после броска, я напоминаю, что лучше играть одним движением. Если вы будете неделимыми, допустим, ставить, то вы можете просто не успеть. И у меня, естественно, здесь номер тоже закрыт. Это хороший результат. Спин, открытая рука. Начальная скорость шарика 1100 км в час. Условная единица. Номер 16. Итак, начальная скорость была 1100 км в час. Я поставил ставку 3 соседа в тиере 10, 36, 1. У меня сыграл сосед 1, и я еще усилил тиером. Ну, понимал, что он будет где-то в тиере, не уйдет он дальше куда-нибудь там в 14 или 31 еще дальше. Вот, поэтому это, конечно, хороший результат. Если есть возможность, дайте чаевые дилеру, ему будет приятно.
Спин. Закрытая рука. Важно. Точка вбрасывания шарика скрыта. Начальная скорость шарика 1100 километров в час. Условная единица. Номер 5. Начальная скорость была 1100 км в час. Я сыграл немножко нестандартно. Я сыграл 10.36, то есть я играл именно где-то вот ближе вот сюда, между 23 и 30, потому что я понял, что он дальше не уйдет. И сыграл тиер. Но на всякий случай я понимал, что он может быть немножко не докатится. И поэтому поставил 6.17.34 как страховка в поле на случай возврата ставки. Но у меня все получилось. Сыграл сосед 10. 4 фишки и сыграл еще и тиер. В принципе, вы всегда можете, ну, понятно, что там поставить, не обязательно следовать прям как я вам предлагаю. Вы можете делать какие-то свои там разработки, ставить, но суть в чем заключается? Поставили, посмотрели, попали и слава богу. Друзья, на этом мы закончим 23-ю практику. Она была интересной. В основном, видите, у нас красный цвет. Практически ошибок не было. Хороший был вариант 23-32. Потом я опять вернулся в зону 23. Сыграл здесь же опять же, потому что сегодня 23 число. Тренируйтесь и еще раз тренируйтесь, потому что скоростей стало больше, а время на обработку у вас будет минимальное, 2-3 секунды, максимум 4, иначе вы просто не успеете поставить после броска. Поэтому только тренировки вам могут помочь. Или вы не тренируйтесь, тогда оставьте это безнадежное дело. Либо играйте на авось, как вы играли раньше. Это ваш выбор. Мне было приятно сегодня с вами пообщаться, поработать, что-то показать, может быть, что-то вы новое для себя отметите. И еще, как говорится, вперед и на хорошую, четкую, грамотную игру. Я хочу вам пожелать здоровья, удачи в игре. Спасибо, что мы были вместе, и до новых встреч.